Привет! Сегодня мы поговорим о феномене, который изменил мировую музыкальную индустрию, и разберем историю, скрытую за визуальным стилем главной поп-группы планеты. BTS сегодня — это не просто артисты, это глобальный бренд. Они собирают стадионы, выступают в ООН, бьют рекорды Гиннесса и диктуют тренды. Но за каждым большим успехом стоит четкая стратегия, и эволюция логотипа BTS — это лучший пример того, как визуальный образ отражает внутреннее перерождение артистов. Мало кто помнит, но в 2013 году они начинали с тяжелым, почти карикатурным хип-хоп концептом и логотипом в виде массивного бронежилета. В 2017 году группа совершила радикальный ребрендинг, который шокировал индустрию. Почему фанаты плакали, когда увидели новые минималистичные линии? Какой тайный, почти сакральный смысл скрывают эти геометрические фигуры? И почему корейские и американские поклонники отнеслись к этим переменам совершенно по-разному, обнажив культурную пропасть между Востоком и Западом? В этом видео мы подробно разберем весь путь визуальной айдентики BTS от пуленепробиваемых скаутов до абсолютных лидеров мировой сцены. Чтобы понять масштаб изменений, нам нужно перенестись в июнь 2013 года, в момент дебюта группы. 7 парней выходят на сцену под корейским названием Bangtan Sonyeondan. На английском это официально переводилось как Bulletproof Boy Scouts, то есть пуленепробиваемые бойскауты. Их первым логотипом стал тяжелый, детально прорисованный армейский бронежилет, усыпанный карманами, молниями и заклепками, с огромной надписью BTS на самой груди. Этот образ не был случайным выбором дизайнера, он нес в себе мощный социальный манифест. Концепция ранних BTS строилась на жестком бунте против системы. Южная Корея известна своей колоссальной академической нагрузкой, жесточайшей конкуренцией и давлением на молодежь со стороны старшего поколения. Подростки там буквально живут в состоянии постоянного стресса. BTS позиционировали себя как защитники нового поколения. Бронежилет символизировал щит, который должен был улавливать и отражать ментальные пули общества, критику, стереотипы, подавление индивидуальности и завышенные ожидания взрослых. Парни пели о том, о чем другие молчали, о разрушенных мечтах, о несправедливости системы образования и о праве быть собой. Этот агрессивный визуальный стиль идеально подходил под их раннее творчество. Музыка в стиле тяжелого хип-хопа, массивные золотые цепи, банданы, подводка для глаз, кожаные куртки и дерзкие тексты требовали именно такого прямолинейного и жесткого символа. Бронежилет кричал о готовности к борьбе. Фанаты, которых назвали ARMY, что расшифровывается как «очаровательный представитель военного ведомства для молодежи», органично вписались в эту милитаристскую тематику. Получалась целая армия единомышленников, вооруженная музыкой и защищенная бронежилетом. Этот концепт прекрасно сработал на старте и помог группе сформировать невероятно преданное ядро фанатов в Азии. Поклонники видели в BTS не просто красивых айдолов, а настоящих товарищей по оружию, которые делят с ними одни и те же подростковые проблемы. Однако у эры бронежилета был один огромный и жирный минус, который с каждым годом становился все очевиднее. Этот логотип был слишком локальным, перегруженным деталями и сложным для глобального восприятия. По мере того, как музыка BTS развивалась, их темы становились глубже. Они перешли от подросткового бунта к исследованию тем ментального здоровья, принятия себя, одиночества и взросления. Концептуальная трилогия альбомов «Самый прекрасный момент в жизни» показала миру совершенно других BTS – уязвимых, лиричных и философских. Тяжелый армейский бронежилет стал просто маловат для той огромной вселенной, которую они начали создавать вокруг своей музыки. Группа переросла свой первоначальный концепт бунтующих подростков. Настало время для шага, который навсегда изменил правила игры в кей-поп-индустрии. В июле 2017 года, находясь на оглушительной волне успеха после своей исторической первой победы на Billboard Music Awards, где они прервали многолетнюю гегемонию Джастина Бибера, BTS внезапно выпускают загадочный тизер. Видео состояло из футуристичной анимации, где под космические звуки открывались светящиеся двери, а старый логотип превращался в две минималистичные вертикальные трапеции. Big Hit Entertainment объявили о полной смене визуальной айдентики бренда. Это был огромный риск, ведь бронежилет уже стал культовым и прочно ассоциировался с группой.
Но новое время требовало новых решений. Символизм нового логотипа оказался настолько глубоким и продуманным, что он мгновенно завоевал престижные международные награды в области дизайна, включая знаменитую IF Design Award. Новый знак представлял собой две зеркальные геометрические фигуры, которые официально символизируют двери. Но гениальность этой концепции заключалась в ее двойственности и неразрывной связи с фандомом. Официальное объяснение гласит, что логотип BTS – это вид на двери изнутри. Это открывающиеся створки дверей, в которые шагают 7 парней, оставляя позади прошлое и смело двигаясь навстречу будущему, новым вершинам и неизведанным мирам. Но одновременно с этим агентство представило и официальный обновленный логотип для фандома ARMY, и он стал зеркальным отражением логотипа группы. Логотип ARMY – это вид на те же самые двери, но снаружи. Это фанаты, которые стоят по ту сторону дверей, встречая и поддерживая парней на каждом этапе их пути. Но и это еще не все. Если вы мысленно или графически наложите логотип ARMY на логотип BTS, они идеально соединятся, закроются и образуют единый монолитный щит. Это потрясающая визуальная метафора. Она говорит о том, что BTS и их фанаты неразделимы, они смотрят друг на друга, они взаимосвязаны на глубинном уровне, и только вместе они образуют ту самую пуленепробиваемую защиту, с которой когда-то начинали. Вместе с изменением графики изменился и смысл англоязычного названия. Вместо Bulletproof Boy Scouts миру представили новую расшифровку аббревиатуры BTS – Beyond the Scene, что переводится как «за пределами сцены» или «за рамками привычного». Это новое определение идеально отражало текущее состояние группы. Это была манифестация юности, которая не останавливается на достигнутом, не признает искусственных границ, а постоянно эволюционирует, выходит за рамки жанров, стран и стереотипов. Этот великий ребрендинг вызвал тектонический сдвиг в фандоме и индустрии, но реакция на него обнажила удивительные культурные различия между корейской и западной аудиторией. Давайте подробно разберем этот феномен, ведь именно в нем кроется ключ к пониманию глобального маркетинга. Начнем с Южной Кореи. Для корейской аудитории и нетизенов старой закалки имя Bangtan Sonyeondan и визуальный образ бронежилета были чем-то родным, осязаемым и понятным без лишних слов. В корейской поп-культуре очень ценится преемственность традиций и верность первоначальному концепту. Когда бронежилет внезапно исчез, первая реакция корейских интернет-пользователей была крайне настороженной и даже критической. На популярных форумах вроде The Coup и NatePan появилось огромное количество комментариев в духе «Зачем уничтожать то, что уже работает и принесло успех? Зачем убирать символ, который стал лицом группы?» Новый минималистичный дизайн многим корейцам показался слишком простым, холодным, безликим и чересчур корпоративным. Они шутили, что это похоже на логотип строительной компании или бренда бытовой техники. Корейский рынок привык к яркой, детализированной и эмоциональной графике в кей-поп, поэтому радикальный западный минимализм сначала вызвал отторжение. Корейские фанаты переживали, что группа теряет свои корни и свою уникальную идентичность ради угоды глобальному рынку. Однако гнев сменился на милость, когда Big Hit подробно разложили концепцию дверей и показали, как логотип ARMY соединяется с логотипом группы. Корейцы, для которых коллективизм и преданность имеют огромное значение, были глубоко тронуты тем, что фанаты стали буквальной частью бренда BTS. Локальный рынок принял изменения, но для этого потребовалось время и детальные разъяснения. А теперь посмотрим на противоположную сторону океана, на американскую и в целом западную аудиторию. Здесь реакция была совершенно иной. Это был чистый, абсолютный восторг. Для американского рынка, медиаиндустрии и обычных слушателей старое название Bulletproof Boy Scouts и массивный бронежилет выглядели, мягко говоря, специфично. Для обывателя в США это звучало слишком по-детски, наивно и чересчур в лоб. Западный музыкальный рынок ценит стильный минимализм, загадочность и концептуальность. Массивный бронежилет прочно удерживал BTS в ментальном гетто странного азиатского бойз-бенда с суровым концептом для подростков. Он мешал им выйти на более широкую, взрослую и осознанную аудиторию. Новый логотип в стиле хай-фэшн, напоминающий дорогую парфюмерию или минималистичные бренды одежды, мгновенно стер эти границы. Новая расшифровка Beyond the Scene прозвучала для американцев как сильный, взрослый манифест. Западная пресса вздохнула с облегчением. Теперь им не нужно было ломать язык об сложные переводы и объяснять взрослым радиослушателям, почему они ставят в эфир группу под названием «Пуленепробиваемые бойскауты».
Для американцев этот ребрендинг стал четким сигналом. BTS переросли рамки классического кей-поп. Они больше не локальный продукт, они новый глобальный поп-феномен наравне с величайшими западными артистами. Этот дизайн выглядел дорого, современно и эстетично. Он идеально смотрелся на мерче, футболках, худи, сумках и плакатах, которые начали скупаться миллионными тиражами в США и Европе людьми самых разных возрастов. Именно этот лаконичный визуальный язык открыл BTS двери на американское телевидение, радиостанции и позволил им стать органичной частью западного поп-пространства, не выглядя при этом чужеродно. Американская аудитория увидела в этом зрелость и готовность завоевывать мир. Если посмотреть на эту историю с точки зрения бизнеса и маркетинга, то смена логотипа в 2017 году – это одна из самых гениальных и просчитанных стратегий в истории современной музыки. Big Hit Entertainment и сами BTS пошли на колоссальный риск, но они точно просчитали тайминг. Они сделали это ровно в тот момент, когда локального успеха в Азии стало мало, и группа стояла на пороге глобального взрыва. Оставив старый логотип, они, скорее всего, столкнулись бы со стеклянным потолком западного восприятия. Изменив визуальный код, они убрали языковые и культурные барьеры для миллионов новых слушателей по всему миру. Самое прекрасное во всей этой эволюции – то, что BTS удалось совершить невозможное. Они изменили форму, но полностью сохранили свое содержание. Они убрали буквальное изображение бронежилета, но сохранили саму идею защиты и поддержки своего фандома, просто перенеся ее на новый, более глубокий архитектурный уровень – уровень открытых дверей. Двери – это символ возможностей, символ перехода из одного состояния в другое, символ свободы и открытости миру. Это история о том, как испуганные мальчики, защищавшиеся от ударов судьбы бронежилетом, выросли, окрепли и сами открыли двери в большой мир, пригласив за собой миллионы людей. Этот логотип стал символом их взросления вместе со своей аудиторией. Из бунтующих подростков они превратились в мудрых проводников, которые помогают своим фанатам проходить через жизненные трудности. И когда мы смотрим на этот минималистичный знак сегодня, мы видим не просто две трапеции. Мы видим многолетнюю историю борьбы, преодоления стереотипов, культурных барьеров и невероятной любви между артистами и их фандомом. Это визуальный памятник эпохи, которая навсегда изменила мировую культуру. История логотипа BTS наглядно показывает, что великие бренды не боятся меняться. Они чувствуют время, они развиваются вместе со своим зрителем и умеют находить баланс между консервативным восточным подходом и прогрессивным западным маркетингом. И именно эта гибкость, подкрепленная искренним смыслом, сделала их теми, кем они являются сегодня. А какой логотип BTS ближе лично вам? Скучаете ли вы по старой эстетике, по этому суровому детализированному бронежилету из эпохи зарождения группы, или вы считаете, что минималистичные двери – это идеальное, стильное и взрослое решение, которое лучше всего отражает суть группы? Какая расшифровка названия вам кажется более сильной? Обязательно напишите свое мнение в комментариях, мне действительно очень интересно почитать ваши мысли и подискутировать на эту тему. Не забудьте поставить лайк этому видео, если вам понравился наш сегодняшний подробный разбор, делитесь им с друзьями и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые глубокие аналитические видео об истории музыки и кей-поп-индустрии. Спасибо, что досмотрели до самого конца. До встречи в следующих выпусках. Всем пока!